Привет, это Марк Бартон. Рад, что вы смотрите это видео. Как отношения начать сначала? Как все сначала возобновить и стать счастливым? Видео для тех, кто столкнулся с ситуацией, когда вернулся бывший, либо бывшая, либо в отношениях произошел какой-то крах, вы приняли решение расходиться, но в какой-то момент подумали о том, что, возможно, может быть, можно начать все сначала. И почему это видео важно просмотреть до конца, и почему вообще, если вы задаетесь таким вопросом, необходимо понять и осознать последовательность ваших действий. Дело в том, что если вы попробуете начать все сначала интуитивно, ничего не получится. И давайте в этом будем, конечно же, разбираться. И сразу напомню девушкам о том, что под этим видео есть ссылочка. Там очень хорошая информация для вас. Можно зарегистрироваться на мою программу бесплатно. Поэтому переходите по ней после просмотра этого ролика. Итак, вы приняли решение, что необходимо начинать все сначала. Неважно, какая была причина, почему в ваших отношениях все рухнуло. Мы сейчас об этом не будем говорить. И ошибка, которую допускают очень многие семьи. Они ставят перед собой цель через повышенный эмоциональный фон возобновить чувственность в отношениях. Никто не говорит, что этого не нужно делать, но это является малоэффективным. О чем идет речь? Мужчина начинает звать женщину на свидание. Она начинает наряжаться, что-то готовить ему вкусненькое. Они вместе проводят время. То есть они, в принципе, пытаются возобновить конфетно-букетный период. Но здесь очень важный момент. Во-первых, гормональное сопровождение подобных ухаживаний уже не будет столь ярким, каким оно было в момент вашей влюбленности, когда вы только встретились. Это вы должны понимать. И ни в коем случае не пытаться оценивать свои ощущения, ориентируясь на то, что вы чувствовали в период влюбленности. Это катастрофа. И я знаю массы пар, которые из-за этого приняли все-таки решение расстаться. А почему? Потому что вот они начинают ухаживать друг за другом. Цветы, романтика, эмоции. И каждый ждет, что сейчас произойдет какой-то взрыв. Уже не произойдет такого взрыва. Тогда это как бы происходило, потому что и сексуальная энергия, и адаптивные функции организма пытались там между собой взаимодействовать. И гормональный фон был другим. Сейчас этого нет. Поэтому первая ошибка. Не нужно ориентироваться на ощущения, которые были когда-то. Если вы начинаете ухаживать друг за другом и совершать какие-то действия по отношению друг к другу, не ждите какого-то мега-супер эффекта. Но продолжайте это делать. Следующий очень важный момент. Это, конечно же, ошибка, которую совершают масса пар, не отсутствие анализа причин, по которым вы расстались, либо отсутствие анализа тех проблем, которые вас привели к расставанию, но вы решили попробовать сначала. О чем я сейчас говорю? Ваша задача в прямом смысле слова сесть каждый наедине с собой, взять бумагу, ручку и выписать те конфликтогены, те претензии, те недовольства, раздражители, с которыми вы сталкиваетесь в отношениях друг с другом. Выписали. Без обвинений, без попыток сказать там мужчине либо женщине: ты плохой, ты плохая. Нет, сейчас никто никого ни в чем не обвиняет. Мы говорим исключительно с я позиции, не переходя ты такой, ты сякая. Нет, я чувствую себя таким, я чувствую себя вот такой. Мне больно, а мне неприятно. Мне бы хотелось, и мне бы хотелось. То есть выписали все это. После этого садимся друг напротив друга и смотрим, в каких моментах мы не понимаем друг друга, и у нас может начаться спор. Как только вы поняли, что этот спор неизбежен, и вот вы озвучиваете свою позицию, а мужчина озвучивает свою позицию. Я приведу очень простой пример. Мужчина считает, что его мама может без предупреждения приезжать к вам в гости, когда она этого захочет. Вы же считаете, что мама должна все-таки предупредить хотя бы за какое-то время, что она приедет, потому что, возможно, у вас какие-то планы там или еще что-то. И вот вы здесь не сходитесь. То есть спор, он в принципе никакого смысла не имеет в данном случае. И ваша задача просто поставить галочку напротив и отметить, что вот данные недопонимания приводят к конфликтам. Вы составляете этот список. Следующим шагом в работе с этим списком являются действия. Какие? Ваша задача определить, по каким причинам в ваших отношениях происходят ссоры наиболее часто. То есть определенную сегментацию такую составить, градацию. Например, из-за того, что муж проводит больше времени с друзьями, мы ругаемся чуть ли не каждую неделю. А вот из-за того, что моя супруга, например, забывает что-то из обещанного, мы ругаемся раз в месяц. То есть ваша задача, опять же таки, отметить те пункты, которые включены в наиболее частые конфликты. Для чего это необходимо? Для того, чтобы с них начинать работу. Для того, чтобы их брать под управление. Если вы понимаете, что существуют спорные ситуации, ваша задача с этими спорными ситуациями разойтись в терапию к психологу либо к психотерапевту. Все. То есть не пытаться выяснять их между собой, если вы понимаете, что договориться не можете.
Почему это необходимо? Когда люди говорят о том, что они хотят начать отношения сначала, это очень ответственный шаг. То есть я вновь хочу, чтобы ты доверял мне, либо доверяла. Я вновь хочу, чтобы в наших отношениях все было прекрасно. Я вновь хочу взять на себя определенную ответственность за наше настоящее и будущее. Это касается и мужчины, и женщины, неважно. И когда мы берем на себя действительно ответственность, попытаться воссоздать разрушенные отношения, эта ответственность нас призывает к осознанным действиям. Если же вдруг вы напротив своего партнера садитесь и говорите, например, своему мужчине: ты знаешь, я согласна начать все сначала, но давай составим план, как мы это будем делать. И если вы слышите от мужчины предложения, в которых не прослеживается каких-то осознанных действий, а исключительно интуитивное желание что-то там придумать, я вам даю стопроцентную гарантию, ничего не получится. Если же вы оба осознаете, что начать сначала — это значит пройти определенный путь совместно и где-то даже по раздельности, отдельно друг от друга, то это совсем другая история. В таких отношениях действительно можно возобновить прекрасные отношения. Я вам приведу разные примеры. У меня, например, были случаи в практике, когда пара находилась вместе на протяжении 8-7 лет, и, по их мнению, они изжили эти отношения остыли, отношения стали очень неинтересными, скучными, но когда мы начали работу с этой семейной парой, я начал с ними работать, мы пришли к выводу, что их желание начать все сначала, оно в принципе было наполнено исключительно страхами. Женщина боялась уйти в никуда. Мужчина понимал, что он уже как-то в этих отношениях освоился, и там комфорт определенный есть, уже привычки определенные сформировались, и друзья, и недвижимость появилась. То есть, в принципе, там удерживала их в отношениях в большей степени созданная такая ими инфраструктура, но никак не чувство. А почему не чувство? Потому что они, в принципе, не понимали, что такое отношения, что такое забота, что такое нежность. А по их рассказам, все самое прекрасное происходило в первый год. В год, когда был конфетно-букетный период. И потрясающе, когда, конечно же, эта семья, озвучив свое желание попробовать все сначала, пришли к выводу, что да, действительно, мы готовы это делать. И готовы делать это осознанно. И если вы, например, идете к специалисту и сразу слышите информацию о том, что наотмашь, да, там, все, расставайтесь, вам уже ничего не поможет, а такое часто, к сожалению, бывает. И я так часто говорю. Но я так говорю в каких случаях? В случаях, когда одна сторона хочет что-либо изменить, а вторая сторона издевается, манипулирует, насилует, обесценивает и говорит: ты там сумасшедший, либо сумасшедшая, больная, все, не трогай меня. В таких случаях, да, в отношениях бессмысленно что-либо искать, если один человек там пытается что-то изменить. Если вы вдвоем пытаетесь это делать, естественно, подобные рекомендации, они очень опасны. И здесь уже речь идет о том, что, возможно, даже будет необходимо поменять какого-то специалиста. Так вот, я сейчас обращаюсь и к мужчинам, и к женщинам, которые действительно хотели бы начать сначала отношения. Возможно, эти отношения зашли в тупик, а может быть, в этих отношениях возникают какие-то сложности определенные. Я хочу пригласить вас на свою бесплатную программу. Я такая одна, удобная или уникальная. Это программа для женщин, но ее могут посмотреть и мужчины. Там очень много полезной информации. И я за 6 дней расскажу вам о том, каким образом вообще осознать, понять и полюбить себя. Потому что очень многие женщины ходят же на разные там марафоны желаний, там марафоны изобилия, но при этом даже не понимают и не осознают, что происходит с их нервной системой, с гормональной системой, с репродуктивной системой, с психикой, что происходит с их эмоциями, каким образом страдает сексуальность, женственность, самооценка, что с личными границами, почему уже сформировалась определенная предрасположенность притягивать к себе людей, с которыми вы постоянно мучаетесь и страдаете, почему повторяются сценарии в вашей жизни. Вот об этом, обо всем я в течение 6 дней рассказываю на своей программе. Я такая одна, удобная или уникальная. Поэтому переходите по ссылке под этим видео. И если хотите поменять свою жизнь к лучшему, конечно же, регистрируйтесь. Подводя итог сегодняшнему видео, что мы можем сказать? Начать сначала — это значит взять на себя ответственность поэтапно, пошагово, войти осознанно в эти новые отношения. Не надеяться на интуицию, не надеяться на спонтанность, на эмоциональность, а делать это абсолютно осознанно и брать ответственность за каждое действие. И в том числе за работу над своими ошибками, над своими какими-то недостойными поступками, над недостатками. И когда это делают оба партнера и действуют пошагово, тогда все меняется. Если же мы переходим к возобновлению отношений с позиции «так, само все получится и образуется», ничего не получится и ничего не образуется самостоятельно. С вами был Марк Бартон. До скорых встреч и пока-пока.